Другой вид гипноза заключается вот в чем. У нас есть три элемента восприятия мира. Это сон и бодрствование. Когда мы бодрствуем, то мы не находимся во сне. А когда мы спим, то мы не находимся в бодрствовании. Почему нужен сон? Я скажу словами Фрейда и Карла Юнга, который сказал о том, что сон является мостиком, который связывает наше сознание с нашим подсознанием. Ну, о подсознании у меня есть свои выводы там отдельные, но пока будем говорить как бы словами классиков. И там было сказано, что если бы у человека не было бы подсознания, это слова Карла Юнга, если бы у человека не присутствовало в жизни подсознания, то он бы не имел возможности быть творческим человеком. А дело в том, что творчество как раз и это то несливаемое, несоединяемое, что наше сознание дать не может. Наше сознание, оно более прагматичное. То есть там синее должно с красным, красное должно с зеленым, квадратик с кружочком. А впихнуть туда треугольничек может наше подсознание. Но для того, чтобы это возможно было, создан вот такой мост в виде вот такого сна. И здесь есть некий такой нюанс. Очень часто, вообще очень мало говорят как раз об этом, а я хочу вам рассказать. Гипноз и сон очень давно полностью изучен. То есть кто бы вам ни говорил о том, что гипнотическое влияние там, и сон и так далее не изучено, я хочу вам сказать, что это абсолютная ложь. На сегодняшний день абсолютно изучена система восприятия мозга и создания волн. В мозгах у нас 3 волны, то есть это альфа, бета, гамма и тета, 4 волны, в которые впадает человек. То есть он в альфе находится в обычной жизни и впадает в бета состояние, когда он спит. При этом это все всегда фиксируется в энцефалограмме человека. В случае, если сделать энцефалограмму, всегда мы это начинаем видеть. Когда начали изучать гипноз и введение человека в состояние транса, оказалось, что состояние транса — это перевод мозга человека в состояние поверхностного сна и внушение в состояние глубокого сна. То есть человек плавно переходит в состояние погруженности в поверхностный сон, после чего переходит в состояние глубокого погружения, это транс. Когда человек находится в состоянии транса, то у него открывается за счет состояния транса и есть состоянием сна. У него этот мост, который является состоянием сна, в который вошел человек во время этого транса, входит в состояние подсознания, где находится теоретически вся информация, которая может мозгом восприниматься как бесконечная кашка-малашка, о которой прекрасно в свое время сказал живописец Сальвадор Дали. Он сказал: когда я мечтаю и когда я сплю, мои сны самые невероятные. И в моих мечтаниях, и в моих снах происходят самые невероятные вещи, которые объединяются с тем, что в этом мире произойти не может. То есть это и есть мое творчество. То есть он об этом так и говорил. Обычно творчество — это уничтожение или притупление или погашение внешнего восприятия данного мира с переходом в состояние погружения или в первое состояние сна, в дальнейшем переходом к глубокому состоянию сна, то есть к подсознанию, где находится огромная свалка любой информации. Вот представьте себе, есть second-hand, огромная куча, и мы не знаем, что в этой куче находится, и мы начинаем доставать вещи, но нам попадаются не те вещи, которые мы хотим. То есть у нас задача, нам гипнотизер говорит: сейчас я вас подведу к куче, и вы достанете одежду Гуччи. И мы начинаем тянуть. Первое вытягиваем носок, второе мы вытягиваем дрявый носок, третье там лифчик, четвертое вытягиваем шапку какую-то, там может быть Прада, пятое вытягиваем портфель, открываем в портфель, в нем письма, на этих письмах зеленые фигуры, эти фигуры уже не фигуры, а лягушки, лягушки квакают. Когда мы смотрим на лягушку, из бородавки вырастает гриб, в этом грибе находится дерево, из дерева взлетает птица, мы подлетаем к солнцу, оттуда выходит Будда, ну и так далее. Это непроизвольное формирование цепочек, которые не могут привести человека к задаче. Ну и здесь сразу же такая тема, я ее хочу вам сказать, любое, когда человеку говорят: сейчас мы тебя введем в состояние гипноза,
И когда человек вводит другого человека в любое состояние гипноза, то этот человек, переходя в состояние гипноза, переходит к глубокому сну. И в этом глубоком сне наяву у него появляются галлюцинации, они, как правило, бессвязны. Но тот человек, который гипнотизер, может направлять, то есть переставлять человека от одной кучи к другой и говорить: это куча, это, человека там лягушка, нет, это куча, он отмахнул лягушку, снова перешел к куче. То есть он может навязывать, это называется индукция или суггестия, когда человеку навязывают какие-либо образы с помощью гипноза. Это очень часто используют люди в своих корыстных целях, это несложно делать. И, как правило, именно это и происходит. То есть, когда человек находится в состоянии гипноза, ему можно, как, допустим, разработки дианетики и синтоистики, это синтез гипноза и внушения, или медицинского гипноза и внушения, используются методы, при котором человеку говорят: вот ты погружайся, видишь свое прошлое, воспоминания. На самом деле это не воспоминания, а вхождение в транс. И потом говорит: вот ты уже видишь своих родителей. В этот момент человек уже не видит родителей, его подвели к куче, а там подсознание, в котором все насыпано, и воспоминания, и события, все. Там вытянуть что можно, нельзя. Это целый мир бесконечных синапсов, которые связаны между собой без дендритов и аксонов. Это бесконечные в мотке происходящие электрические в разных направлениях импульсы, которые возбуждают одновременно тысячи синапсов, которые не формируют синаптические связи, создают вспышки, объединяющиеся для нашего сознания в какие-то невероятные картины событий, которых в целом никогда и не было. И так обычно человеку навязывают, то есть индуктор или человек-сугестор, он начинает, или клинер, он начинает давать советы или дает направления, переводя человека, дает потом объяснения или создает выводы. На самом деле это не выводы, на самом деле это создает подсознание просто творческую картинку. То есть это все не имеет никакого значения, условно это все можно назвать обычной галлюцинацией. Именно когда начал я читать это все, то здесь написано: прошла сеанс экзогипноза. Один из основных вопросов, которые я хотела прояснить, это тема: какие силы стоят за Дуйко и как он на меня влияет. И здесь хочу вам сказать, какие силы стоят за мной и как я могу на кого-либо влиять. Допустим, гипотетически возьмем темные силы. Итак, Дуйко тот человек, за которыми стоят темные силы. А что же такое темные силы? Темные силы — это силы, которые хотят сделать что-то плохое другому человеку с целью, чтобы у этого человека жизнь закончилась быстро, чтобы произошли какие-то конфликты с близкими родными, чтобы этот человек заболел, чтобы этот человек страдал, чтобы он был бедным и так далее. Тогда скажите мне, если задача этих сил создавать такое, то тогда зачем Дуйко говорит такие слова: берите прибежище во мне. И когда люди берут прибежище, то в этот момент их не убивают, не казнят, не обижают, а ведь темные силы должны делать наоборот. Скажите тогда, зачем мне, как человеку, который служит темным силам, давать прибежище людям? Просто я хочу тоже это узнать. Может быть, я что-то неправильно понимаю. То есть, что произошло с человеком, который говорит, что Дуйком управляют темные силы, зная, что Дуйко дает прибежище, пользуясь которым люди там получают дома, уезжают из-под обстрелов, в них не попадают там бомбы, у этих людей изменяется ситуация в лучшую сторону. То есть как это происходит? То есть если бы это были темные силы, которые стоят надо мной, то тогда я бы не давал никакого прибежища, раз. Второе, зачем давать прибежище и работать над этим? Ведь это питание, получается, прибежище — это сила. То есть отдай Дуйко все плохое, а он тебе даст прибежище и даст тебе силы преодолеть что-либо. Тогда скажите, это похоже на темные силы или нет?
Если это похоже на темные силы, то какие они светлые, я не могу понять. То есть человек, который говорит о том, что он дает своим ученикам прибежище, а учеников миллионы, и эти люди каждое утро говорят: Дуйко, помоги, или Дуйко, может, там, я хочу проехать, и пусть мне Дуйко поможет выиграть, и пусть Дуйко поможет это сделать, и пусть Дуйко там поможет это, и там школа помоги, и так далее. И это все бесконечно, от операций до рождения детей, и когда человек это произносит, в его жизни происходит улучшение. Тогда скажите, как это работает? Ведь если бы это было от темных сил, то тогда человеку должно было бы быть плохо. А я знаю, почему это происходит. Вот то, что у человека появилась мысль, что я влияю, а вот она пришла к этому гипнотизеру, он ее гипнотизирует. Ну понятно, зачем он ее гипнотизирует? Он ее гипнотизирует, чтобы внушить. А потом, что он должен сказать? Она говорит: кто такой Дуйко? Скажите, я зарабатываю деньги на том, что я гипнотизирую людей. Что я должен сказать по отношению к Дуйко? Только плохое. Я должен быть плохим. Я должен быть человеком, сзади которого стоят темные силы. И женщина, которая больная, она должна сказать: он влияет на меня. Что он должен сказать? Конечно. Ну конечно. Ну непременно. Но непременно я должен влиять на какую-то Вику из Беларуси, из которой я должен высосать все энергии из первой чакры, чтобы не подавиться. Ну и после этого, знаете, вот на это все смотришь и, как говорят в Украине, не разумеешь.